На старом Ленинградском шоссе между Тверью и Торжком есть указатель с коротеньким названием «Райок». До этого райка от трассы всего 3 километра. Всего 3 километра отделяют нас от одной из крутейших усадеб Тверской области под названием Знаменская Райок. Конечно, в советское время она порядком пострадала, однако чудом здесь сохранился почти что в целости весь роскошный комплекс главного дома с флигелями и, главное, с овальной замкнутой колоннадой, какие редко где увидишь. Она обнимает весь внутренний двор усадьбы, и смотрится это, сами видите как, особенно с воздуха. Проход к усадьбе раньше был мимо церкви, но теперь сделали дорожку от каких-то задних ворот, так что идем от них по старой парковой аллее и выруливаем прямо к воротам, замыкающим колоннаду. Они чем-то смахивают на римскую триумфальную арку. Собственно, когда-то это и был главный вход в усадьбу. От ворот самый выгодный ракурс, чтобы с него начать знакомиться с усадьбой. В воротах открыта небольшая калитка, через которую все и проникают во двор. Мы поступаем так же. Строил усадьбу для сенатора и генерал-аншефа Федора Ивановича Глебова замечательный и неповторимый Николай Александрович Львов, совершенно уникальный архитектор. У него что ни творение, шедевр. Не буду никого смущать сложными архитектурными терминами, скажу только, что в Знаменском райке Львов разгулялся вовсю. И получилось нечто поразительное. Главный дом усадьбы на самом деле достаточно просторный, высокий, в дворцовом стиле. Просто в компании колоннады и больших флигелей он кажется небольшим и изящным. Со второго этажа наверх сдвоенной колоннады можно было выйти, погулять, полюбоваться усадьбой сверху. А полюбоваться было чем. Кроме главного комплекса, в парке Львов устроил множество всяких милых штучек. Беседок, мостиков и гротов. Почти ничего из них не сохранилось, к сожалению, но вот валунный грот, визитная карточка Львова, уцелел. Каково было его назначение, точно не ясно, возможно, погреб. За гротом видна Знаменская церковь XVIII века, построенная отцом Федора Ивановича, тоже генералом и сенатором. Здесь находились главные семейные иконы Глебовых – Пресвятой Богородицы Знамения и Николая Мерликийского. Куда они делись после революции, неизвестно. Еще одна сохранившаяся постройка в парке усадьбы – павильон-колодец в готическом стиле, с необычной шлемовидной крышей, из-за которой его часто принимают за часовню. Пробираемся через траву, еще не слишком высокую, чтобы заглянуть внутрь. В общем-то, ничего сверхъестественного. Внутри все разломано, стоит стремянка, под полом действительно вода. Между прочим, флигели, встроенные в колоннаду, были не только жилыми. В них располагались каретник и оранжерея. В бывшем каретнике одно время действовала гостиница. К сожалению, сейчас она закрыта. А здорово было бы переночевать прямо в усадьбе. Жена хозяина, Елизавета Стрешнева, была роднёй Романовым, так что Глебовы Стрешневы вполне могли рассчитывать на визит императорских особ. Не зря строились с таким размахом. С Романовыми-то они были не просто в родстве, но и в хороших отношениях. По преданию, Екатерина II таки побывала в Знаменском райке, так что старания строителей и хозяев были не напрасными. Сейчас интерьеры главного дома оставляют желать лучшего по своему состоянию. Но все же, если сравнить со старинной акварелью, то видно, что кое-что уцелело. И печи, и росписи, и лепнина. Так что будем надеяться, что когда-нибудь этот дворец снова откроет свои двери для посетителей. Пока же вход украшает грозная запретительная табличка. Дворец в Знаменском райке строился долго, больше 10 лет. Хозяин, сенатор Глебов, так толком и не успел попользоваться новой усадьбой, но его наследники владели ей еще почти 100 лет. В советское время тут был санаторий, госпиталь во время войны, потом профилакторий. Понятно, что сохранности усадьбе это не добавило. От всех замечательных парковых павильонов, беседок и мостиков не сохранилось почти ничего. Только около одного флигеля стоит затянутый сеткой деревянный дом управителя, да чуть в стороне от него опытный глаз исследователя может выловить остатки рухнувшего погреба ротонды. От него уцелел только погреб под землей, а разломанные на части колонны россыпью лежат неподалеку и потихоньку зарастают мхом. Как эта ротонда выглядела в целом виде, можно посмотреть на стенде у входа в усадьбу. Еще одно сооружение с колоннами, имевшее отношение к усадьбе, мы поехали искать в соседнюю деревню Васильева гора. Это часовня Даниила Столпника, построенная все тем же Николаем Львовым. Дело в том, что Глебовы, начав строить новую усадьбу, убрали оттуда старый погост. Не нравилось им такое близкое соседство усадьбы с кладбищем. И кладбище перенесли в соседнюю деревню, где по нему и выстроили часовню в том же стиле, что и усадьба. Попасть внутрь сейчас тоже почти нереально, но мы постарались заглянуть в приоткрытое окно, и вот что там увидели. Расписывал часовню какой-то заезжий художник, который скопировал здесь фрески Рафаэля, украшающие Ватикан. А купол часовни венчает ангел с крестом. Сама часовня стоит на краю деревни, прямо при въезде в нее. Усадьба Знаменская Райок, конечно, уникальное место. Даже несмотря на то, что сохранилось в ней не все, хорошо видна ее красота, не только былая. И поистине царский размах, помноженный на талант архитектора. В каждом выпуске мы рассказываем о необычных и интересных местах. Подписывайтесь на канал, пишите, о чем еще хотели бы узнать, смотрите и путешествуйте.